Всем привет! Закончилась вторая неделя по CS4, и сегодня я пригласила Мелмана и Алю, чтобы обсудить результаты прошедших матчей. Парни, привет! Привет! У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Наша команда заняла на этой неделе 10 место, и несмотря на кажущийся невысокий результат, я считаю, что мы показали достаточно сильный перформанс, и любой зритель, который был на трансляции, я думаю, со мной согласится. У нас в багаже оказалось 65 киллов, и если бы у нас была хотя бы одна победа, мы бы были на 3-м месте в турнирной таблице. И первый мой вопрос сегодня, самый главный вопрос, что нам помешало взять хотя бы одну победу, и как вы в целом оцениваете выступление на этой неделе? Так, ну я, пожалуй, отвечу на этот вопрос. Конечно. Да. Конечно, Костя. Давай. Ну, выступление в целом было интересное, то есть у нас была сложная игра, потому что, от нас все время уходили круги, зоны, и мы все время из сложных ситуаций выбирались, там набивали кучу киллов. Ну и победы не было, потому что порой ситуации были настолько сложные, то что нужно прям идеально исполнить 3-4 файта без потерь, и то это тебе не гарантирует победу. Ну и, собственно, мы доживали до лейта с киллами, но биться за победу было прям очень сложно. Будем стремиться к идеальному плею. Да, впереди у нас еще 12 игр третьей недели, и я думаю, что наша команда в любом случае сделает все возможное, чтобы показать лучший результат и завоевать топ-1, порадовать и себя, и фанатов. А на этой неделе на нашу команду был совершен хот-дроп. Пришла ответочка от XN за вылазку Тёмы на Эрангеле. You'd have to assume with the way he's looking up top there, so now okay, that's disgusting. Example is 100 HP still off that first pickup. He's found a new perfect angle. He is giving them an absolute lesson right now in how to deal with 3 players pushing you. Example is so well playing this position that he's currently in, finding those 2 players. Now Ali is going to try and send it in, help him out, and this is going to be now, a huge problem for Exhalation. Both sending their backup players in, but look at Example, he's still doing so much work! Ожидали ли вы подобное, и какая была ваша реакция? Ну... Александр? Костя, Константин. Отвечает Санечек. В принципе, мы ожидали что-то подобное от них, потому что мы, можно сказать, им заруинили потенциальный, не потенциальный, возможный топ-1, если бы они тогда выигрывали игру. И если они просто на самом старте теряют одного игрока, конечно, они уже 99% что не выиграют игру. И поэтому мы ожидали вообще то, что они будут падать на нас, но мы ожидали, что это будет, скорее всего, на Эрангеле происходить, а не на Мирамаре. Но когда мы увидели то, что они летят на свои споты и они не долетают, и мы уже поняли то, что они будут падать на пацанов, и там пацаны 2 в 4 их приняли. Ну как 2 в 4? 1 в 4, получается. 1 в 4, второй так чисто. На мотике покатался. Второй чисто, как покатался. На переднем колесе только, если. Ну да. Но подобное, да, мы ожидали от них, то, что они могут что-то такое сделать. Один тиммейт поцеловал покрышку. Поэтому мы были готовы к такому. Ну, я думаю, это был хороший месседж всем командам, которые в будущем планируют дропаться на нашу команду, потому что, возможно, это не самая лучшая идея. Пускай падает. 4 поинта лишними не бывают, пусть падают. Нормальная тема. Мне нравится ваша уверенность. Как вы прокомментируете выступления команд, которые на этой неделе оказались в топе? Это After-Alt и Heroic. Так, давайте я скажу про After-Alt, а Санечек ответит про Heroic'ов. After-Alt у них вообще кардинально другой геймплей, если сравнивать с нами. То есть они прям все время стараются играть от позиции. И если зона прокает, им везет, то победить не составляет труда, и они, скажем так, все время ва-банк идут. Если зона от них харшифтит, то они стараются забрать новую позицию, тоже центральную, и как-то в ней выживать, и потом в лейте разыграть. И у них, на первой неделе не получалось, всего лишь одну игру они выиграли. Без киллов, при этом у них было очень мало киллов. Собственно, из-за этого у них была победа, но мало киллов, и в итоге они заняли 9 или 10 место и вошли в призовые. А на второй неделе у них прям 3 игры получилось выиграть таким плейстайлом, вот они забрали первое место. Я сомневаюсь только в стабильности такого геймплея, а так, геймплей имеет место быть, такой турецкий геймплей.
Так, Окей, очень интересно, спасибо. Кость? насчет Херойков, что я могу сказать? То, что это очень сильный коллектив индивидуально. Они, что первую неделю настреляли 7 скиллов, у них были возможные топ-1, которые они могли забрать на первой неделе, но они там чуть не доигрывали. Там у них, по-моему, несколько топ-2 было, где они остаются в хорошей позиции и дают там ноки, но чуть не доигрывают. И, то есть они из-за этого были тоже, по-моему, на 10 месте там, или, да, Автораль были тогда на 9, а Херойки на 10 закончили. И у них тоже было много киллов и ни одного топ-1. И на этой неделе они доиграли свои игры, они также у них стабильно очень много киллов. То есть Херойки очень сильно сейчас играют. Ну, короче, прям мы, очень хорошо. мы поменялись с ними местами. То есть на первой неделе мы были на 2-м, они на 10-м, теперь мы на 10-м, они на 2-м. Мы типа похожие Да. команды. Ну вот как раз я хотела спросить, можно ли сказать, что у нас похожий геймплей с ними? Да, можно. В принципе, можно, да, сказать. Они так же красиво, как и мы, зачищают людей. Окей. Хорошо, спасибо большое за ответы, парни. Следующий вопрос, и давайте, наверное, вопрос вам обоим. Он касается нового формата. Многие команды, и в основном западные команды, жалуются на формат Winner-Winner Chicken Dinner, что он оказывает большое давление на команды, и игрокам его очень тяжело играть, в первую очередь морально. А какое у вас мнение на этот счет? Ну, я отвечу на данный вопрос. Мне кажется, этот формат обидным больше, не тяжелым. Когда ты там хорошо убиваешь людей, и у тебя много киллов, и ты в итоге тоже забираешь там топ-2, топ-3. Хотя там мог там забирать топ-1, но там что-то чуть-чуть не пошло, и ты делаешь много киллов, но у тебя нету победы, и тебе потом не хватает одной победы, чтобы быть в тройке лучших команд, так сказать. И больше обидно поэтому. А давление на команды... Не знаю, ну смотря тут тоже зависит, какой геймстайл у типов, у игроков. Если команды там больше зациклены на топ-1 постоянно, там заезд, страшно, руки трясутся, боятся, то, возможно, сказывается давление. То есть обидно, ну для нас я бы сказал, что обидно и без давления. Ну да, могу добавить то, что мы типа адаптировались, но, собственно, выиграть тяжело, если тебе хотя бы немножко не везет. Ну, если бы игра тебе хотя бы чуть-чуть не дает твои игры, то прям выигрывать очень сложно с нашим плейстайлом. Потому что мы играем больше... Ну, мы не рвемся в центр, я бы сказал так, если круг не наш. Поняла. Спасибо большое за ответ. У нас также есть вопросы от комментатора русскоязычной трансляции Миши Ярмыша. Давайте послушаем его вопросы и ответим на них. Привет всем! Вторая неделя ПКС-4 подарила нам очень много зон на остров Сосновки, и поэтому вопросы будут относительно него и их. Собственно, первый вопрос относительно ротации команды Нави. При каких условиях команда выбирает поплыть через речку к острову, а при каких условиях они будут ехать через мост? Ну, насчет Сосновки могу сказать то, что у нас варьируется относительно происходящего на карте. То есть относительно, пролетки самолета, как упали команды, какие, в принципе, команды в лобби. Так что, у нас гибкий геймплей, я бы сказал. Просто много вариантов, и из-за этого есть какая-то непредсказуемость, и, враги нас читают хуже. Окей, спасибо. Давайте следующий вопрос. Также вопрос относительно мостов Сосновки. Собственно, для большинства коллективов Восточный мост стал более популярен, чем западный брат-близнец. Как, по вашему мнению, почему так сложилось? Почему Восточный популярнее, чем Западный? Я, на самом деле, вообще понятия не имею. Для меня, мне кажется, вообще левый мост, западный, должен быть... Он намного безопаснее. Там постоянно ликвиды едут первые. Там никто никогда не кемпит, или там сложно закемпить, потому что люди... никто не кемпит, да, в принципе. Да, кроме Нави. И то есть, ликвиды проезжают, Феррипирс там проезжает, все проезжают, и все рвутся просто через правый мост, хотя там, если на перекрестке сидят люди, очень большой шанс, что тебя могут там одного выбить, и ты можешь потерять человека. То есть, поэтому для меня, я не понимаю, почему правый мост популярнее, чем левый, вообще не понимаю.
Так что я Возможно, не могу это зависит от лобби, да, и какие команды, наверное, где они лутаются, и, соответственно, какие у них маршруты ротаций, нет? Да даже в основном не. Или это как-то уже так произошло, то что там команды поделили, кто по какому мосту едет, то есть одни команды там через правый, вторые через левый, никто больше ничего не меняет. Ну да, обычные знаю. команды, которые лутаются в правой части карты, всегда по правому мосту едут. Хотя, возможно, разумно было бы иногда по левому ездить. Вот теперь там кемпят Нави, так что не вариант. Так что езжайте по левому, в принципе, если кто-то смотрит данное видео. Окей. Мы продолжаем рубрику «Вопросы от Navi Nation». В группе ВКонтакте Navi PUBG есть специальное обсуждение, где вы можете в комментариях оставить свой вопрос игрокам нашей команды и получить на него ответ. И вот Илья Бычков задал нам несколько вопросов. Как вы относитесь к старому составу Нави? Я думаю, тут речь идет о предыдущем составе. Общаетесь ли с этими игроками и кого бы вы выделили? Так, ну, про состав Сеня, Бестолочь, да, вот этот. Да? Сеня, Бестолочь, Оранж, Вэтап. Ну, я ни с кем не Да. общаюсь. Ну, у них был спад, в принципе, и пока они, типа, никак не могут вернуться на сцену. А общение, в принципе, ну, я не поддерживаю лично. Просто знаком с ними. В общем, кругу общения. У меня лично то же самое, ни с кем не общаюсь. Отношений с ними никаких вообще нету и не было, а по их стилю игры, там по, как Мелман уже сказал, спаду такое есть, и не знаю, мне тоже их стиль игры не особо симпатизирует, слишком зажато, слишком боязненно, как мне кажется, на тот момент, когда они еще играли. А выделил бы я, мне кажется, одного там человека, прям супер Бестолочь, очень хорош. А в чем именно? Индивидуально очень сильный игрок. По общению я не знаю, как он, потому что я с ним никогда не работал. Только там на ланах чуть-чуть мы с ними пересекались, общались, но это тоже не с игрой связано, поэтому я понятия не имею, как он там в игре, по макропередвижению, по помощи там команде. Но вот лично он исполняет очень хорошо. Поняла. Ну, с некоторыми игроками предыдущих составов вы все-таки общаетесь, насколько я знаю, то, что вы часто играете с Ваней и Бахом на стримах. Ну да, с Ваней. Если брать такие, если брать настолько старый состав. Да, как бы то, обмениваемся принципе, да. опытом, скажу так. Хорошо. Рассказываем друг другу истории с ПКСов. Понятно. Связь поколений. И также Илья задал нам несколько вопросов касательно условий. Сколько платят киберспортсменам? Аванс, зарплата, отпускные, трудовая, больничка. Ну, то есть, не морим ли мы вас голодом, парни? Вот, что нужно киберспортсменам? Трудовая книжка? Больничка. Киберспортсменам нужна только еда. Поэтому нас, в принципе, кормят, все хорошо, и мы рады этому. Ну и компьютер нормальный, чтобы играть можно было нелегально. Ну и все, в принципе. Ну, типа, у нас все есть, типа, Нави, она заботится, мы о себе тоже заботимся, о друг друге тоже заботимся, так что все, в принципе, в порядке. Никаких проблем нету. Рада слышать. Отлично. Спасибо большое, парни, что вы сегодня пришли на интервью. А впереди у нас предстоит еще неделя тренировок и заключительная неделя ПКС 4. Я желаю вам удачи, и давайте напоследок скажем пару слов нашим фанатам. Могу сказать, что... Давай, говори. Константин, давайте. Да не, я уступаю вам. Могу сказать, что последняя неделя будет жаркой, потной, потому что на улице жарко. И поэтому же жаркой. Поэтому логика присутствует. Мы покажем все, на что мы способны на последней неделе. Шансы все есть и на победу, и на топ-16. Нет, топ-16 нету. Ну, топ-16 нету, конечно. Ну, сейчас мы вроде находимся на 3-м месте по табличке, так что, в принципе, все шансы есть. Так что все, кто болеет, продолжайте, верьте. Мы стараемся. И, надеюсь, будет результат не хуже, чем на первой неделе, а надеюсь, еще лучше. Да, конечно, поддерживаю. Лучше.
Спасибо еще раз всем, кто болеет за нашу команду. Смотрите игры, чекайте все анонсы в группе Na'Vi PUBG, заходите на стримы к пацанам. Вот, а вам, парням, удачи на этой неделе. Спасибо, пока.